такое что-то. Ну, только что петь умел человек, вот типа ты. Ну что, мои дорогие любимые, всем привет! С вами я, Карина, и сегодня у меня для вас супер крутые новости. Во-первых, я скоро иду переплетаться, потому что я, видите, какая уже пушистая, просто перья в разные стороны. Значит, во-вторых, я вам с гордостью хочу сообщить, что ваша мама стала амбассадором эхо кочевников на играх кочевников. Принимаю поздравления, принимаю поздравления. Наконец-то этот долгий путь с мая завершился успехом. По этому поводу на мне стрелы. Как вы видите, синюшные просто. Не то чтобы одинаковые, но я старалась быть наряднее для вас чуть-чуть, да? Короче, рассказываю в подробностях. Я когда прилетела в Бишкек на свое мероприятие, мы с вами встречались, да? Значит, ну, ко мне подошли люди, говорят, вот нас игры кочевников туда-сюда. Ну, Марина моя, вы уже ее знаете. Она, естественно, говорит, Карина, мероприятие топ, надо ехать, надо делать, копии на билеты и все такое. Ну, короче, я начала планомерный, так сказать, планомерный захват организаторов игр кочевников. Кто мне только не помогал. Мне писали подписчики мои, помогали, да, у кого там есть какие-то знакомые связи. Мне Азат Реймбердиев очень помог, да, с контактами тоже помог. Не знаю, в общем, что в итоге сработало, но мне наконец-то, то есть я написала на аккаунтах кочевников в Инстаграме, на их официальный, говорю, что, мол, я хочу, давайте. И они мне ответили. Буквально вот там пару недель назад мы там еще досогласовывали всякие мелочи, я там разбиралась еще с делами. И, в общем, они мне сказали, что да, мы вообще очень рады, мы давно хотели, мы смотрим вас и все такое. Короче, мне очень приятно, я очень горда. Значит, насколько я поняла, эхо кочевников — это именно часть игр кочевников, да, то есть там же есть народные инструменты, танцы, там, да, будут еще там отдельно какие-то, видимо, секции с этим, с творчеством, да, вот кто что делает, да, значит, ну, как бы, то есть именно вот handmade, да, история. А эхо кочевников — это именно главная сцена, где вот как раз-таки участвуют исполнители от разных стран и поют две песни, национальную и современную мировую. Как раз моя тема, да. То есть до этого я очень активно практически смогла попасть в традиционную историю, но там заявки были закрыты еще в мае. Странно, потому что я уже туда просилась с мая. Ну, короче, не сложилось, не срослось, ладно. Вот, но эхо кочевников — это классная тема, поэтому моя задача какая? Значит, до начала игр кочевников мы будем с вами смотреть все, что есть, все, что мне отдают по материалам, по артистам, да, кто что делает. Будем с вами разбираться, смотреть, кто участники, да. Значит, и, соответственно, я надеюсь, что все сложится, и в итоге я прилечу в Бишкек на игры кочевников на Иссык-Куль, дорогие мои. Но я не думаю, что я захвачу все, потому что все таки 1 сентября — это 1 сентября. У меня ребенок идет в 1 класс, такой я пропустить не смогу, но вот уже потом, после этого, я думаю, что я прикачу. Понимаете, какая ситуация? Что у меня с воротником? Воротничок поплыл. О, все. Вот, такие новости. Ну, короче, держим крестики ноликами. Надеюсь, с билетами все сложится. Очень дорогие билеты, блин, перекладными, закладными просто. И мне уже плохо, да, заранее. Это все, конечно, так по датам накладывается, но судя по тому, что я видела, что в прошлом году проходило, очень хочу посмотреть. Тем более в этом году тоже они анонсируют, что это будет какая-то супер глобальная история на Иссык-Куле, в Бишкеке. Очень символично это все проходит. Короче, так все вообще складываются карты. Я просто в шоке. Поэтому я предлагаю нам сегодня с вами начать этот мой путь вместе. Во-первых, напишите, кто тоже едет на игры кочевников, с кем я смогу там свидеться, пишите мне, говорите. Если нет, покупайте билеты, приезжайте, потому что будет шанс у нас с вами там встретиться. Понимаете? Я вначале думала, что это будет какой-то лекторий, ну, что я вот смогу какую-то там лекцию организовать, но в итоге договорились, что просто мы смотрим все, что есть, а потом просто я в качестве блогера приезжаю и буду делать ролики какие-нибудь отчетные по, так сказать, по следам, да, того, как все прошло. То есть будет какой-то влог и обзоры до самого мероприятия. Поэтому, ой, короче, мне скинули концепции проектные, да, мы с вами это смотреть не будем, там, в принципе, все понятно. Значит, по анонсам. Так, ну что, давайте смотреть новости, мои дорогие. Значит, какие у нас новости уже имеются. Значит, на «Кактус Медиа». Мне, кстати, Марина тоже предлагала туда заходить.
Говорит, хороший ресурс. Значит, на Всемирных играх кочевников пройдет международный конкурс этнопесни, мои хорошие. Итак, значит, в Чолпон-Ате с 1 по 4 сентября, значит, пройдет международный конкурс именно этнопесни «Эхо кочевников». И он станет частью культурной программы Всемирных игр кочевников. Вот я как вам и говорила, да. Вселенная кочевников. Связь времен. Значит, конкурс объединит исполнителей из различных стран и будет посвящен современному осмыслению традиционного музыкального наследия народов мира. Хорошо. Значит, что мы тут имеем? Значит, конкурс призван показать связь, да, между кочевыми народами. Значит, участники выступят в 2 номинациях в категории «Этнохит». Значит, будут представлены произведения на национальных языках в современной обработке. Отлично. А в категории «Мировой хит» известны международные композиции в авторской интерпретации. Это просто супер. Значит, выступление пройдет в формате живого исполнения. Оценивать конкурсантов будет международное жюри, в состав которого войдут деятели культуры и искусства, композиторы, продюсеры и эксперты в области этнической музыки. По итогам конкурса планируется определить обладателя гран-при, а также лауреатов 1, 2, 3 степени. Конкурс «Эхо кочевников» является официальным мероприятием культурной программы 6-х Всемирных игр кочевников. Мои хорошие, ну, короче, мне еще, надеюсь, пришлют информацию по жюри. Мы с вами посмотрим, кто в составе членов жюри находится в том числе, потому что это очень интересно. Значит, это будет как бы такой самый, получается, крупный блок, да, именно вот этой этнопесни. Значит, смотрим из того, что мне еще прислали. Смотрим еще список, да, то есть там еще как бы блогеры всяких подключили, естественно, к освещению этого мероприятия, да. Но мне еще также прислали список артистов-участников, которых мы с вами по ходу дела будем вместе обозревать и смотреть. Так, значит, загружаю, смотрим файлы. Мне уже сказали, что я это могу все рассказывать, показывать, поэтому я со спокойной душой, короче, лезу просто, да, и гляджу, что у нас происходит. Так. Мгм. Значит, смотрю страны-номинанты. Я вам уже этот файлик транслировать не буду. Мы с вами по ходу дела это все сами посмотрим. Но тут у них есть их соцсети, их, собственно говоря, фотографии. Давайте ознакомимся приблизительно с теми, кто будет участвовать, потому что я, как бы говорится, буду сейчас с вами вместе это все разбирать. Итак, значит, страны, которые у нас участвуют. Турция, Куба, Мексика, Черногория, Бразилия, Македония, Болгария, Италия, США, Молдова, Латвия, Босния и Герцеговина, Испания, Южная Африка, вау, Монголия, Вьетнам, Казахстан, Россия, Республика Корея. И 2 участника из Кыргызстана, Раскилди, конечно, и Нурдалот. 2 участника из Кыргызстана, но это, видимо, потому что страна принимающая, да, поэтому 2 участника у нас будут. Ну, посмотрите-ка, это сколько? Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. 20 стран участников получается. Слушайте, ну это что-то серьезное. И главное, США еще есть. Ну это какой-то прям международный конкурс, если честно. С огромным размахом. Итальянцы даже есть, да? Я умоляю. Так, значит, из Турции у нас участвует Кочак Хасан. Давайте мы с вами по порядочку будем идти и смотреть вот этих всех представителей и сравнивать их, значит, с тем, что мы вообще, чтобы мы понимали, что происходит. Так, у него есть свой его YouTube. Я надеюсь, я правильно попадаю в плане того, что не будет никаких удивительных новостей о том, что я нашла какого-то не того артиста. Качак Хасан. Ну, в общем-то, он один, да? Больше тут я не вижу, что кто-то был. Мои хорошие, мои дорогие, мои любимые. Так, ну вроде больше никого мне тут не показывают. Один и тот же парень. Ну, других артистов нету. Значит, смотрим Хасан Качак. Пока что нахожу вам его выступление с Voice. 4 года назад 500 000 просмотров.
Он участвовал в Войсе в турецком. Это я уже вижу. Значит, надо посмотреть. Я думаю, там будут, кстати, самые такие понятные, яркие выступления на самом деле. Ну, самое популярное вот полуляма, да, какое-то финальное у него выступление. Он с национальным инструментом. Что-то там какая-то магия происходит. Давайте я вам уже наконец-то его покажу. Итак, значит, ну, собственно говоря, я так и поняла, да, что это молодой турецкий исполнитель, который стал широко известен после победы в популярном вокальном шоу. Победа в турецкой версии шоу «О Ses Turkay», то есть 10-й сезон, финал которого состоялся в 2022 году. Значит, он выиграл конкурс по итогам зрительского голосования, дорогие мои. Прошел слепые прослушивания, где к нему повернулись все 4 наставника, после чего выбрал команду себе. И в финале победил благодаря исполнению народных песен и сильному вокалу. Вообще он сам из провинции Артвин, это на северо-востоке Турции. Значит, он, соответственно, учился на факультете музыкального образования, то есть у него профильное образование. Ну и, собственно говоря, подавал заявки много раз на этот проект, не мог попасть, но вот попал только в сезоне 2021 года. Значит, прежде всего он известен исполнением турецкой народной музыки, особенно песен Черноморского региона. У него академически поставленный вокал, и он использует традиционные мотивы народных инструментах в своих выступлениях. После этого он выпустил свой дебютный сингл «Гамсиз» в 2022 году. И в 2024 году выкатил альбом, свой собственный мини-альбом, поэтому продолжает свою концертную деятельность в Турции. Ну что, такая вот краткая сводка. Посмотрим, значит, насколько он привнесет, так скажем, красоты в игры кочевников, которые состоятся в Бишкеке, дорогие мои. Я вообще не верю. Такая красота там, наверное, будет вообще. Вот эти все песни. Ну, поглядим. Ну и, конечно же, будем сравнивать, ну, как бы, уже там заранее, да, то есть я знаю, как поет Рыся, я знаю, как поет Нурдалот, вот, ну, будем смотреть, заглядывать, насколько есть шансы, как говорится, да, попытаемся дать потом предварительную оценку, да, местам, ну, вот как на Евровидении, да, постараюсь сделать прогноз, а там уже, глядишь, как пойдет, короче, попробуем, да. Так, ну что, мои дорогие, все, вроде как все настроила, вы готовы? Итак, слушаем, мои дорогие, замечательного представителя из Турции Хасан Кочак. Кочак. Значит, и его выступление самое популярное на Voice, да, на турецком. Финальное выступление. Поехали. Боже, какая красота. Ну это космос. Hey gidi Karadeniz Doldu da taşamadı Hey gidi Karadeniz, hey gidi Karadeniz Doldu da taşamadı, doldu da Ломаный ритм taşamadı обожаю. Etmeyelim sevdalık, etmeyelim sevdalık Красота. Edenler yaşamadı, edenler yaşam Hey gidi Karadeniz, hey gidi Karadeniz Doldu da taşamadı, doldu da taşamadı Etmeyelim sevdalık, etmeyelim sevdalık Edenler yaşamadı, edenler yaşam Ah oh, hey, hey, hey,
видите какой-то успех, да? Ну, значит, смотрите, тут, конечно, в целом понятно, какие сильные стороны у человека есть. Во-первых, он владеет инструментом традиционным, да. Это всегда антураж. Я, в принципе, догадываюсь, почему он победил в том году. Ну, потому что владение инструментом, знаете, дает супер скилл, супер навык. Да, если у тебя вот что-то есть в загашничке, кроме вокала, как у вокалиста, то это всегда очень интересно. Классные ритмы турецкие, вот эти классические ломаные на слабую долю тара та та тара та 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 тара та 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 тара та 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 та. Значит, опять же, обратите внимание, фольклорный мотив, да, какой? Один и тот же повторяющийся фольклорный мотив. Он идет ну, как бы на протяжении всей песни, да, идет. Очень интересные мелизмы, очень техника интересная. Наверное, она традиционная для турецкой культуры, я ничего сказать не могу. Мне бы еще с кыргызской традиционной культурой разобраться, моя хорошая. Но приемчики прикольные. Он немножко с такой хрипотцой интересной, природной. Молодец. Слышите, да? Один и тот же мотив. Так. Ну, что я вам хочу сказать по этому поводу, мои дорогие. Значит, очень талантливый парень, хорошо владеет инструментами, но он классический баритон. Понимаете, в чем прикол? То есть у него диапазон, по крайней мере, в этой песне, в этом произведении не такой большой. Баритон. Рыся в этом смысле, например, ну как бы Нурдолот тоже, они тесситуры выше сильно. То есть мужчины, которые могут брать более, так скажем, высокие ноты. Ну, короче, это не хорошо, не плохо, надо тоже к этому относиться адекватно, да. У всех свои, как говорится, природные данные. Давайте посмотрим еще что-нибудь из того, что есть. Сделаем, так сказать, обзор на этого участника по этому шоу, да, посмотрим. Сейчас я еще добавлю. Может быть, здесь просто другой диапазон будет, мои хорошие. То 360 и все. Так, это болтовня, нам не интересно. Так, выступление, что-то, что-то. Ля-ля-ля. Там просто... это они тут трио поют, я поняла. Так, ну трио неинтересно мне, погодите, трио это не то. Трио это они там сбивались по командам, я поняла. Ну вот еще популярный ролик, видимо, это слепые прослушивания, короче, я так думаю. Сейчас посмотрим. Так, смотрим. Да, это слепые. Угу. Ну все, добрались до самого вкусного. Здесь должно показать, ну здесь должно быть показано все, вы понимаете, да? Все, что умеешь. Bu kız beni sever, bu kız beni öldürür. Он как Måneskin такой чуть-чуть, да? Рокер все-таки. Bu kız beni tutar ve kendine çeker. Ну, nельзя сравнивать, конечно. Kıza bana bir oda, bir yatak, bir kütüphane yeter. Belli ki bir sır vardı onun sesinde. Her düşündüğümde onu beyaz elbisesinde bela bulur. Beni öldü kaybolur gelir. Bu kız beni görünce gülümser. Какой у него вибрато интересный. Ну, он рокер, знаешь. Belli ki bir sır vardı onun sesinde. Her düşündüğümde onu beyaz elbisesinde bela bulur. Beni ve uyku kaybolur gibi. Bu
kez, bu kez. Хорош, хорош. Красавчик. Слушайте, ну, короче, очень классный рокер, очень интересная тембральная история краски у него, то есть у него вибрато такое, да, и хрипотца такая природная, очень прикольная в голосе есть, да. Ну, как рокер, просто вы посмотрите, как меняется картинка, когда он поет роковые песни, да, но он прям в жанре. Он прям кайфует, это даже, если честно, смотрится и слышится интереснее, например, чем, ну, как для меня, я не знаю. Но мне кажется, что он вот в этом варианте более удачен, в роковых историях, да. И что я хочу сказать по этому поводу? Пока не особо понятно, ну, то есть это все-таки, да, баритон такой. Ну да, баритон. Я просто сижу, думаю, что он там до верхов достает. Но это скорее баритон, чем тенор. Нет, тенор не. Значит, у него абсолютно точно собранный, поставленный голос. У него есть конкретный рабочий диапазон. Он очень драйвовый, движовый, классный парень. Но при первому приближению мне кажется, что он больше самобытный артист, чем конкурсный формат. Не знаю. То есть, видите, он же на вот этом войсе, да, на голосе в Турции, значит, место взял, победил именно по зрительским симпатиям, да. То есть он не тяжеловес вокальный именно, который, вот знаете, акробатические этюды выполняют парни, да. То есть кыргызские артисты, например, наши, вот в этом смысле диапазон у них сильно больше. Другой вопрос в том, что у него более определен его стиль, да, то есть у него есть конкретный жанр, в котором он работает, и он ему очень подходит, да, и он более роковый такой, да, то есть он может в традицию, это очень классно и красиво звучит, но рок ему, как мне кажется, больше к лицу. Обожаю вот такой типа а-ля, ну, простите, так нельзя говорить, но вот типа Måneskin, ну вот, да, то есть стайл вообще супер. Вот, но он не тяжеловес, акробат и все остальное. Просто есть вот артисты, именно которые заточены под конкурсы, они прям конкурсного форматного, вот они прям созданы для этого, да. Но вот в личном творчестве как бы бывает, что просак. Ну, так вот получается иногда. Бывает и нет, конечно, да. Но вот есть прям конкурсные форматы. В этом смысле мне кажется, что... Ну, тот же Рысь, например, он, просто я с ним знакома уже, и как бы я понимаю, что он говорил, то есть его эти все конкурсы драйвят, ему нравятся, и плюс он очень конкурсный, заточенный под конкурсы человек. Он именно тяжеловес, да, в этом смысле. А здесь парень больше с изюмом, со своей какой-то историей, и у меня складывается впечатление, что он не очень конкурсного типажа, просто артист. То есть ему очень нужно для продвижения, и это классно, и здорово, что он приедет на игры кочевников в Бишкек. Но мне кажется, что он больше именно вот такой стилевый артист, внеформатный немножко, именно конкурсов. Ну, как бы надо учитывать, что конкурсы всегда это, вот понимаете, это вот акробатические этюды. Тебе надо прыгать, скакать, там какие-то суперноты добавлять и все остальное. Но если он будет делать такой вау, просто как Led Zeppelin, там, я не знаю, да, тогда мы все ошалеем на месте. Пока что сложно об этом говорить. Значит, но в своем жанре он хорош. То есть он абсолютно собранный, готовый, с ним все понятно, у него абсолютно собранная структура, понятно, в каких жанрах он работает. Вот. Насчет конкурса не знаю. Зрительских симпатий точно да, потому что ну, он симпатичный парень, он классно поет. Вот. А в плане тяжеловесности, скорее всего, уже будет тоже учитываться, да, и диапазон произведений, ноты какие ты можешь брать, начнется там вот эта акробатика, понимаете? И вот вопрос с конкурсами тогда встает очень остро. Так, есть какое-то его еще личное произведение. Давайте все-таки послушаем личное творчество, чем он занимается. Самое популярное, вот тут на 14 тысяч, у него завирусилось как раз, видимо, после конкурса он выложил ролик собственной песни. Послушаем, что он сам поет в творчестве, что у него происходит. Давайте. Хасан. Надо запомнить. Он добавил вот эти мелизмы, вот это звучание, гармонический вот этот минор, да, характерный, традиционный такой, да, фольклористический в роковой песне. Ну, это вообще отвал башки. Блин. Ладно, неважно. Не, ну просто, знаете, ну хочется вот рокерского такого еще отвязного образа вообще, типа, ну, Måneskin в этом же смысле там просто вообще снесли там все, что можно было, да, ну вот.
обращайте внимание, короче, я вообще никак не хочу относить к Måneskin, я просто пытаюсь для вас же просто понятнее объяснить, к чему это ближе относится. Я никак не сравниваю этого артиста с группой «Всё», да, потому что он обидится, посмотрит, не дай бог, этот ролик, скажет: «Женщина, что ты говоришь, зачем так, да?» Но он отвязный, слушайте. Он вот он нашел свой стиль, он нашел свой жанр, он знает, в чем он хорош, он классно интегрировал туда гармонический минор, вот этот вот, да, вот эти мелизматику вот эту вот сюда. И получилось вообще кайф. Хороший парень, классный. Я думаю, что он, конечно, не тяжелоатлет в этом смысле конкурсном, но как артист он очень ценен, понимаете, в чем прикол? То есть это очень ценно именно для его же развития карьеры в дальнейшем. Конкурс это типа для медийной части очень хорошо, да, кататься по конкурсам, чтобы тебя обузнавали. Вот он сейчас приедет, например, на игры кочевников, там соберет в Бишкеке себе какую-то аудиторию, может быть, ему понравится, да, но вот именно с подвязкой к тому, что типа конкурсная вот эта вот акробатика должна быть вся, ну, не знаю, будет тяжело. Но он именно самобытный, классный артист, понимаете, со своей музыкой какой отвязный, классный. Очень нормальная вообще песня. Мне понравилось. Творчество личное сильно больше, чем в конкурсе. Ну, то есть вот он в своей органике, в этой, сильно интересней, как артист для меня, и понятней. Поэтому я надеюсь, что он привнесет немножечко рока в игры кочевников в Бишкеке, раздаст немного там, да, чтобы там точно так же с саксофоном, вай-класс, чтобы можно было хайром потрясти, как говорится. Я обожаю эти вещи, роковую музыку обожаю просто, потому что это музыка, ну, это красота, это полная пачка звука вообще, бас отличный, саксофон они добавили такой динамичный, классный. Ну, кайфы вообще. Такой прям, как это называется? Мув классный. Грув. Грув. Классный грув. Вот, вспомнила слово, боже. Она была аналитиком, господи. Значит, ну, короче, Хасан красавчик. Я не думаю, что это супер прям конкурсная тяжеловесная история, но как именно сам артист, понимаете, нужно вот в это смотреть всегда. Когда вы смотрите на участника, который приехал на конкурс, не обязательно, что он тяжелоатлет, и нужно заглянуть в личное творчество, потому что там, возможно, найдете для себя именно то, что вам понравится. Посмотрим, какая у него там будет программа на конкурсе. Возможно, я не права. Возможно, там будет что-то вот такое вот, и там просто колонны будут трещать, да, но вот я сказала, вот честно, что сказала, что думаю, да, это не хорошо и не плохо, это вот как бы мой взгляд на ситуацию. Вот и все. Но с удовольствием послушаю его вживую, и я бы послушала с удовольствием его вот эти вот роковые вещи, которые он поет. Это прям кайф, это прям круто, да. Ну, как бы, рок вообще база, просто база, дорогие мои. Ну, вот такой вот обзор у меня, дорогие мои, первый получился. Значит, что я вам хочу сказать? Ну, у нас 20 выпусков с вами впереди. Вот что я хочу сказать. Значит, ну, я надеюсь, успеем, да, потихонечку будем разбирать всех. Просто у него не было соцсетей, здесь у меня по ссылке, да, пока что не прислали мне его соцсети, поэтому я просто нашла в Ютубе что было. Может, в Инстаграме у него есть поактивнее вся эта история, да? Ну, как бы уже ладно, что есть. Посмотрели на Ютуб. Ютуб он не ведет. Возможно, переключился на Инстаграм, занимается Инстаграмом и развитием там. Ну вот, собственно говоря, Инстаграм, давайте посмотрим. Потому что в Ютубе 4000 подписчиков нету даже, там 387. А Ютуб у него там и прикреплен, представляете? Такая, конечно, блогерша, я не могу, да? Видали? Сейчас поглядим, что в Инстаграме творится. А что интернетами так плохо работает? Я не понимаю, мы как жить будем с этим дальше? Мы что-то планируем с этим делать или нет? Так, у него 10 000 подписчиков в Инсте. Смотрим, что по рилсам. Выкладывает личное творчество, слава богу. По охватам непонятно. Фотки крутые. Еще и кудрявый. Ну, вообще кайф. Отвязный. Ну, кстати, Инстаграм тоже какой-то не сильно этот большой или что-то. Я не понимаю до конца. Есть его лайв-выступление, да. Ну, вот что-то он выкладывает.
Но самое главное, я так понимаю, все равно у него эпоха была вот в момент именно шоу-проекта вокального. Там он прям больше всего охватов получал. Но он кайфовый, слушайте, он настоящий, походу, музыкант, который прям реально творчеством занимается своим. Понимаете, не по конкурсам ездит. Складывается такое впечатление. Хорошо, что был этот проект, состоялся, медийку ему дал. Надеюсь, в Бишкеке его тоже встретят, ну, как бы вообще со всеми почестями, потому что парень талантливый, точно. Вот. Так что такие дела. Ну, пожелаем ему удачи в бою. С тяжеловесами, конечно, из Кыргызстана тягаться придется вообще-то, да. Ну, объективно, то есть я стараюсь в этом смысле быть нейтральной, но вот пока что я говорю, вот в чем именно его ценность как артиста больше, да, то есть это для меня однозначно. Такие дела. Все, целую крепко, ваша репка. До скорых встреч, да. Пишите, что думаете по этому поводу. Пишите, на какие темы хотите поговорить. Мы можем посмотреть артистов действительно с вами всех, но это из того, что я придумала, да. Ну и, возможно, что-то будет еще какое-то интересное, интерактивное на моем канале, поэтому подписывайтесь, не пропускайте. Будем разгоняться, да, Игорь Кочевников. Даст Бог, куплю билеты, прилечу в Биш, боже. Или на Иссыкуль, там есть сразу аэропорт на Иссыкуле. Есть где-нибудь, чтобы лететь сразу туда? Или из Бишкека надо чесать все-таки на Иссыкуль? Надо будет подумать. Ну, короче, такие новости, мои хорошие. Все, работаем, трудимся. Всем хорошего дня. На связи, пишите, что думаете. Всем пока.